Всем привет, дамы и господа, вы на канале GM Time, и сегодня у нас новое видео. Оно будет отличаться от других разборов, потому что сегодня я буду разбирать свою игру и будет более жесткая критика. Я не буду сглаживать углы там, где я не прав, там, где я что думал и так далее. Я постараюсь все проанализировать, не переходя грань с какой-то секретной информацией в нашей команде. Но надеюсь, что вам будет интересно. Такого я еще не видел в интернете. Ну, такое есть, но этого очень мало. Что ж, не будем задерживаться, приступим. Игра против FaZe. Выбрал эту демку почему? Потому что, во-первых, FaZe одна из лучших команд в мире на данный момент. Во-вторых, потому что там много интересных ситуаций. Есть клатч, который я даже выиграл. Плюс мы эту карту выиграли, чтобы была позитивная нотка того, как это выглядит изнутри. И вот у нас первый раунд. Мы тут видим инста в окно. Напишите в комментариях, нужен ли видеоролик по гранатам на Мираже. В планах сделать его. Гранаты самые основные, чтобы эту карту выигрывать, как минимум в преме, в ММе, так как гранаты одинаковые. Что ж, полетел инста у нас. Пистолетка на Б. Смог я попал. Выход. Нам дают молик, что сейчас, да, интересно. Мета изменилась, теперь КТшники могут покупать и молик, и смог, да, и этим пользуется команда FaZe. Челик с моликом прыгает на машине, сразу нас видит из-за угла, потому что мы идем, затыкает, и у КТ есть, ну, они не успеют перетянуться, но у них есть время, как минимум, зиги вернуться и принять точку. И смог, скорее всего, дропнули куда-то сюда, либо элитки. Тут чуть подблокали, молик не долетел. Ну, в целом он свою задачу плюс-минус выполнил, но, конечно, он должен летать гораздо серьезнее. Далее там игрок за плентом, игрок в зиге, надо продавить, еще один за плентом. Сейчас, ну, тяжело давить в точку, потому что ты понимаешь, что тут диагональ, смока кухня нет, потому что один сюда, один сюда. И тут надо, типа, брать дуэли и расстреливать, что в целом происходит. Фейк плента такой, чтобы чуть нести суету. Понятно, что тут бомбу невозможно поставить, что ты не зачистил эти зоны. Уже 4 в 2, все, раунд тот. Вот видите, накидываю гранаты, что-то убежал. Ну тут понятно, происходит коммуникация, где-то какая-то заготовка, подготовка. Забрал флешки. Первый раунд Фрозен пожал яму, убил Давида. Ну и все, тут мы понимаем, что то есть у них как бы есть информация. Ну уже пошла макро-часть. Фрозен поджимает Норберта. Норберт игрок Б дома. Он понимает, что если Норберт шел на это, должен планировался А-сплит. Керриган под это пушит. И дальше ты начинаешь думать. Ага, появился только Дэн здесь. Один, то что он типа играет какой-то дефолт. И они могут не понимать, здесь мы толпой. Но, грубо говоря, у него расклад в голове такой, что Петя на А, Женя где-то топ-мидл. И сейчас получается Дэн по доме. Где я, он не понимает. Ну, не знает на 100%, да? И тут Б выход. Вот чел подгорел, я услышал, то есть тут что происходит? Когда мы идем сюда, мы примерно понимаем, что тут немного людей, потому что, скорее всего, не А ждали. В этот момент смог кухни, надо кому-то продавить вот эту зону. Там уже какой-нибудь андер, там зига и так далее, может быть. Тут я не видел его во время игры, так примерно понимал. Тут информация какая-то есть, Форест. И он меня нашел. Так, следующий байраунд, да, то есть, соответственно, плюс того, что можно сделать с экономикой. За счет того, что я был стеком, я сейчас могу взять, например, калаш. Мои люди возьмут тег, я какой-нибудь могу исполнить мув, который я либо подготовил, либо я придумал, либо просто базовый сплит, ну, то, что я тренирую, например. Держу андер, хае залетает, ну, там, стрейф от пикающего, да, соответственно. Стрейф и от авика, да, широкий, и от прыгающего. Убиваю Керригана, и тут, да, дальше дилемма, ну, давить, не давить. В целом ты понимаешь, что тут один игрок, ты понимаешь, что у тебя закуп, ну, скорее всего, тут 99%, что надо давить. Типа, доигрывать эту ситуацию можно, но... Ну и вот тут на самом деле вот тут уже какая-то информация имеется. В целом тут все понятно. То есть я уже тут подаю информацию, что все кухня, максимум зиг, типа за смоком. Мы парни выбежали, бомба оказалась, он близко был. Тут Давид забрал ган. Самое важное была дуэль на раунд, то что он убил зиг. И все, видите, они за смоками. Ну и дальше они, соответственно, типа доигрыш. Какой-то базовый, классический, в который вы на фейсите все играете, ничего тут особенного нет. Тут опять мы отдаем где-то фраг. Пушатся ковры, Рейн пушит ковры. Вот опять же, да, Петя убивает. Они не понимают, что мы здесь. Ну, скорее всего, да, они не понимают, что Петя один свой ник спалил. То, что он в этой зоне. Смог окно. Вот мы пришли на Б. И тут мы сорвались. Какая-то, наверное, была информация, либо и так далее. Скорее всего, если мы сорвались в этой зоне, по нашим ожиданиям, что тут один максимум, и вот он спалился, и мы в зиге этого РК не ожидаем, скорее всего. Ожидали, но это оказался авик. Так, ну тут у нас калаш. Вышел на андер. Ну, выход уже бомба где-то под Б, наверное, мы хотим Б идти. Ну и идет сбор информации какой-то. И тут принимается решение идти на Б.
Тут Дэн убивает Фрозена, это игрок Зиг, и в этой игре, ну, в КС, никнеймы очень много дают. На про уровне все на них так или иначе реагируют, озвучивают их. Вот тут вот тяжелая ситуация, смотрите как. Мы хотели пойти на Б, Дэн убил на А, ему кажется, что тут один, потому что Керриган. Ну, то есть, тут уже сложная ситуация. Тут идет розыгрыш, коммуникация, есть какая-то информация на карте по тому, где кто куда перебежал, ну и так далее. Так, следующий раунд. Мы мид в целом не заняли. Стяжка на А в яму. Получается, мы выходим 5А. Нам накидывают набор. Бомбу дроп уже буду крыть. Флешка. Петя важный фраг дает на Рене. Но Фрозена мы не читаем в этот момент. Он убивает первого. Дэн его убивает в прыжке. Тут классическая осада, то есть тут смог, у тебя есть зона КТ, мы 3 в 2. Тут я помню, мне говорят лево, Роб пикает в тайминг. И дальше уже начинаются мысли, да, типа, если Роб стоит здесь, долго раунд был, мы долго заходили на смоки уже прошли, то есть мы буквально заход был где-то около 22 секунд. Здесь нет Броки, да, я остался против Броки. С джангла он тоже не играл, хотя у него была возможность, ну, сыграть и пикнуть меня. И тут уже ты рандомишь, либо он где-то в спине был, либо он КТ, то есть 2 спота. Тут я там поднял смог. Думаю, что он на КТ, да, так бы я смог делать. Ну, либо думаю, либо я ожидаю его на КТ. Ну, тут я потерял немножко времени, поставил бомбу. Тут я играю в Зиги, но типа на самом деле, вот видите, его тут по факту маловероятно, что он там. А где он может быть? Еще раз проверил Зиг, ну все, он, скорее всего, кухня лейт. Лейт, он мог пойти, но уже где-то тоже 50 на 50. То есть меня хитанули, я красный. Тут поджимался андер. Я дождался Б, то есть под андер, Б-дом, аркада. Ну, в целом, мне нечего делать на карте, поэтому я это и взял. Смотрю второго. Второй не зааркал, он мог зааркать здесь и так далее. Ну, тут в целом уже розыгрыш пошел, да, какой-то. Вот такой интересный смачок. И мы идем в Б-сплит, да, такой резкий чек-зик. Ну, и сговорим пополам, доиграем раунд. Смог закон. И стяжка через спаун в Б-дом. Тут у нас получилось так, что Женя промутился под какое-то действие на карте, да, и очень простая ситуация, где надо просто принести бомбу на Б. Скорее всего, раунд будет выигран. Ну, получается, 90% времени я начинаю на миде и ассищу своему тиммейту, чтобы мы заняли мидл. После этого мы играем какие-то расклады. Тут у нас Б выход планировался, но там нас спалили, либо мы спалились. Игроки решили проверять мидл. Смог закон. Идет Б-сплит второй волной. Ну, преждевременно умер, конечно, Женя. Мы еще не готовы были. И выпуск Б. 2 в 2. По поводу клатча. Мы выходим на Б, убиваем двоих опорников. Зига нет. Смог кухня. У меня хватало времени запрыгнуть в дом. Да, игрок мог быть с Андером, что Робс, да? Робс мог упасть Андер и пойти. И скорее всего я чуть-чуть от Зиги сыграл, да? От Б-дом чуть сыграл, но все, Б-дом скорее всего нет вот здесь. Увидел тень. И 1 в 1. Тут Рейн топает. За это плюс-минус я понимаю, где моделька. Выхожу на него до того, как он сблизится. Тут уже КС-2, на самом деле, мне кажется, такой клатч очень тяжело выиграть против Б-дом. Моделька очень быстрая. Последний раунд половины. В целом, на самом деле, хороший для нас сценарий. Без выигранного пистика выиграть 7. Шанс на 8. И вот плюс-минус агрессивное действие. Потому что, на самом деле, до этого у меня был АВП один раз, и то я запускал. Так, я увидел, что он пропрыгнул. Плюс я услышал, что в коврах игрок. Поэтому я его тут контролю. Отправляю своих двоих. Дэн вышел по дальней, я так понимаю, и Роб не среагировал, потому что, скорее всего, сюда смотрел. Женя, соответственно, занял под окном. И мы играем в фейк Б. Ну тут, короче, очень тяжелый такой расклад, розыгрыш. Петя в Б-доме, мы его решаем выпускать, потому что она игрок. Но из-за того, что Керриган слишком быстро его убивает, КТ понимает, что у них нет выхода, и, скорее всего, ждут эту точку. Ну и все, и тут 2 игрока упало. Но, тем не менее, 7 раундов за теров. Это хорошая игра от нас. Пистолетный раунд. Ну, кто не знал, если вы с этого козла, именно с вот этого чекаете, то вы видите людей, которые идут под окном.
И вот я, ну тут я понимаю, ну это пистик мидл, что-то там, 4, смотрю буст окно. Так, ну меня убил Робс с Тетриса. Так, у меня снайперская винтовка, беру без армора ее. Пошел, КТ. Запрыгиваю раз. Под меня пушит Дэн. Грубо говоря, зеркалка. Ну все. Чел в коне. Джангл. Ну, контролю яму. Да, то есть, соответственно, и выбираю себе энгл такой, чтобы меня не смыло с пули. Ну и тут, соответственно, мы спушили ковры. Понимаем, что это должно быть Б. Тут смог не видно было, да. И Б выход. Такой затяжной выход Б. За 2 пули у меня 33 осталось и прицел подергался. То есть хорошо, что команда спасла в этот момент. Классическая игра через окно, молик за белый, стяжка на КТ, то есть это смена с Дэном. Играем на информацию. Есть армор, можно чуть по-другому постоять. Вот такой смог ковры, на самом деле он очень жесткий. Вот я для вас заскриню, как его кидать. Равняете вот так стенку, встаете прицелом в белую тему и до конца ящика. Очень полезный смог, кто играет на мираже, ребят, учите. В любой момент можете подкинуть. То есть тут что получается у нас по информации? У меня тут толпа моих тиммейтов, идет мидл выбивание. Я думаю, что игрок должен выйти на. Но играю ли я от того, что 5 мидл, они как на фейсите? Нет, скорее всего нет. Я играю от одного люркера, который должен выйти на, но он на не выходит. Ну то есть, и я уже принимаю решение, что, блин, после того, как Дэн умер, там условный Робс, он мог уже сыграть. А если он не играет, то он, скорее всего, ждет сплита. И есть окно запрыгнуть на тикет и выстрелить. Но вот из-за того, что Робса убила, а он на игрок, принимается решение пойти на КТ, из-за того, что тыкон никого не увидел, убивается опять Броки с бомбой и принимается решение идти на А. То есть такие мысли, на самом деле, каждую секунду обновляется какая-то информация и ожидание от того, что происходит. Тут уже затяжной раунд, ты не понимаешь, где они находятся. После того, как мидл, может, он прошел, и принимается такое решение, окей, если он где-то на А, например, какой-то игрок, который запускал, он мог вернуться в яму, и там пойдут кон, то вот эта диагональ, она позволяет тебе как минимум собрать информацию. Но если тер играет от нее, то тер, конечно, пробегает это все и тебя кончает. Я уже ставлю какой-то на широкий прицел. Тяжело, ребята. Это был тяжелый выстрел. Еще Рейн дошел до упора, разогнался красный, то есть зарандомил то, что я там с авиком стою. Я не палился вроде как, поэтому Рейн тоже, видите, насколько... Так, я штрафую Робса, он уходит. Ну и тут, да, то есть между его нет, он мог остаться на между, остаться за искрой, уйти на Тетрис, уйти джангл, если у нас был тайминг. Между его нет, направо не проиграл, он либо Тетрис, либо джангл, либо кон, да, то есть где-то слева. Тут на самом деле хорошо, что Фрозен дал нам шанс. Если бы он жил, мы бы это не выиграли. Ну и Давид убивает. Это очень такой важный раунд был. Так, мид никого, я решаю взять андер. Ну, то есть тут достаточно тяжело было попасть. Я много раз рассказывал про Mind Games Авика в андере. Так, проверка андер. Андера нет, вышли мидл. Два мишота. Могу ли я себя винить за то, что я промахиваюсь? Ну, с точки зрения микро это ошибка, но с точки зрения мага, конечно, не ошибка. Я бустаюсь, дропаю молик, понимаю, что они не вышли, что мало было флешек, взрываются флешки, и меня прощает тут Рейн. Ну и мы тут оказались втроем, четвертым, потому что ямы нет. Ну тут уже какой-то стак, потому что мы уже, наверное, стояли плохо. Так, убиваю игрока. Петя убивает двоих на сплите, его разменивает Робс. Зиги мы выходим, цепляем одного, тут какие-то размены. В итоге мы 2 в 2, я убиваю Робса, который убивает Давида, мы 1 в 1, бомба не стоит. Я бегу сразу, потому что я понимаю, что сейчас Фрозен будет ставить бомбу. Фрозен побежал сразу ковры. Я играю того, что он меня пикнет, потому что Рейн, скорее всего, знает, что я красный либо половинчатый, и Фрозен может спокойно взять раунд, с дефолта пикнув меня в любой тайминг. Если ты идешь не в зуме, тебе невозможно убить такого игрока. Но я тут играю то, что он просто пикнет, потому что у меня 3 хп, мне надо от чего-то играть. Тут я уже играю, скорее всего, ямы какой-то, да. И да, и из-за того, что я играю фулл от ямы, то есть если бы я стал бы здесь, я, может быть, на его топот мог среагировать как-то, но я играю от ямы, и у меня был шанс его убить. Но он в коврах, поэтому раунд проигран. Так, тут у нас аркада мидла. И 2Б. Накинул смог ковры. Проверил яму, мы остались в миде. Видите, о чем я говорил? На самом деле вот так вот плечиком. Ну, то есть по базе человек смотрит вот сюда. И даже вот смотрите, смотря сюда, увидев даже пиксель, он понимает, что я сейчас на головах увидел в пиксель.
Ему невозможно попасть в этот выстрел, потому что моделька очень быстрая. Но мы пошли пикаться с типами, потому что Алекс плюс время. Ничего такого нет. Так, я пробежал за белый, Женя убила. Игрок кинул смог. Я не слышу, что они топают на Т-спавне. Андер там не играет, на А не вышел. На самом деле ситуация оказалась непростой, все равно. Такие две хае, у Рейна 30 хп. Тут фейзы миссают смог окно, да? И вот думай, миссанули они специально это, потому что Андер сейчас ползут. Либо они реально промахнули, сейчас тут мид выйдут и подставятся. Броки контролит Андер. Фрозену, то не вышли. Мы стоим на А в стаке. Я смотрю окно. И идет А зажим. Так, ну и тут 2 в 2. Была инфа, что этот Зиг, этот пошел на бомбу, поставил 2 в 1. Я просто зарандомил смог, вот и все. У меня снайперская винтовка, взял мидл. Так, фейк Б. Фейк Б, выход А, буст окно еще может быть, да? Я тут откидываю гранаты. 5-2. Финальную точку я поставил. Вот такая игра выдалась. Критических не так много, но ошибки есть. Где-то я, может, пропустил, не стал акцентировать. Игра вышла, ну, средней, не плохая, не хорошая. Клатчи где-то помогли нашей команде. Оценивая себя объективно, индивидуально. Средняя игра, но даже этого хватает, чтобы выиграть у фейзов. Видео с замахом на что-то, на самом деле, сокровенное, чего вообще мало в интернете. Постарался не выдавать прям все секреты, где-то какую-то просто интересную базу для людей, которые не глубоко в теме, но увлекаются. Ну и людям, которые глубоко в КС много играют, будет интересно. Это почему? Потому что даже если они все это понимают и играют, никогда лишним не будет являться понимание того, что все не так сложно. И люди на проуровне, на тир-1 играют совершенно такой же КС, как и вы где-то на фейситах, такие же мысли и так далее. Поэтому, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Перейду на класс, хочу закарить игру жесткую какую-нибудь, разобрать ее. 30 фрагов, каждый фраг будем обсасывать. Всем спасибо, пока.